Добрый вечер. И я хочу поведать вам о том, что, по моему мнению, является краеугольным камнем всего сущего, без чего любовь в современном мире непостижима и недостижима. Кто я? Я всего лишь хочу, чтобы вы познали любовь как эмпирическую сущь, избегая всевозможных интерпретаций Сизифа. Вообще я поэт, художник, режиссер. Играю на ситаре и в высшей степени неплох. Они подлетают ко мне, бьют меня по лицу, по щекам, по ягодицам. Потом бьют меня под дых, я падаю, и они сдавливают мою метущуюся грудь. Я не выдерживаю и просыпаюсь в холодном поту. В каком-то роде я мультиинструменталист. Но стоит мне на секунду закрыть глаза, как на горизонте появляются целые полчища куриц. Причем это не целые курицы, а разделанные туши. Они перекрывают собой солнце, потом догоняют меня, бьют по лицу, по щекам, по ягодицам, бьют меня под дых, я падаю и просыпаюсь. После этого я пью крепкий горячий кофе, чтобы не видеть этих кошмаров вновь и вновь. Вы видели серию моих фильмов о печени? Это гениально, гениальная работа. Это я рассказал вам сюжет моей новой поэмы «Курица». Я пишу стихи всю свою удивительную жизнь. Стихи – это моя жизнь. Мы волком выгрызем унылость этой скучной, бездуховной жизни. Поверьте, я столько всего испытала, вам и половина не снилась. Позитивный декаданс схлопнулся. И нет ничего удивительного в том, что вы берете у меня интервью. 18 числа, 18 месяца, 18 года. Мы собираемся линчевать унылость бытия, Завтра весь город соберется на этом событии. поставив просвещение пассивных во главу угла. Состоится кульминационное событие в культурной жизни культурных людей нашего культурного города, а именно... Но у них я не есть под рекомендую эгидой, никому именно возлагать поэтому я надежды согласилась на что бы Хорея то ни было. от тлетворного Этот вечер влияния вы современной хотите посвятить бездуховности. всем. Наш вечер покажет миру настоящий уровень. И это я не про себя, а про своих друзей. Я даже иногда пытаюсь писать свои стихи, но у меня не очень хорошо получается. Мне как-то сказали даже, что у меня нет таланта. Здравствуйте, уважаемые гости нашего центра. Сообщаю вам об изменениях в нашей программе. К сожалению, наш поэт Эрос Орехов не сможет присутствовать на нашем вечере из-за повышенной температуры тела. Вот. Но остальные будут. Спасибо за внимание. Скоро все начнется. Первый наш поэт – это Лика. Встречайте. Шмель, ой. Один и тот же шмель влетал ко мне сегодня, завтра и потом. Что же за мысли мне принес он? Подарит ли чувство мне шмель темно-красный? Чем обернется полет его ясный? Радость шмелиную покажет он мне, или грусть звериную обрисует во сне? Хочется верить, надежды полны его пушистые усы. Хочется верить, с собой унесет грусть собачья, что мне ночь занесет. Но шмель улетел сегодня пораньше.
Видно, дела у него где-то в чаще. Ответ сегодня я не узнаю. Возможно, завтра. К шмелю я взываю. Шмель ты, мой милый шмель, возвращайся ко мне поскорей. Буду ждать тебя очень скоро. Ты мой лучший друг. Прилетай ко мне, обжора. И следующее в нашем вечере поэзии предстанет пред вами великолепная Вольга. Встречайте! Стихотворение называется «Земля». Я могила, Ты могила, он могила, она могила. Черная земля обнимает нас глиной, бережно и любя темными руками своими, незыблемо якоря тех, которых убила. Земля. Все в земле, и мысли мои, и люди. На ветках развешаны люди и мертвый пудель. Из дома не выходи, ведь смысла нету. Куда-то неспешно брести по серому свету. К экзистенции, как к желе, прилипли мухи. А любовь на этой земле только слухи. Декаданс жизни моей расцвел букетом. Ты приходишь в гости ко мне, а тебя нету. Я давно поняла, что смысла у жизни нету. Мы с оленями будем жевать траву до рассвета. По земле ходим мы, умершие от скуки. Опусти, опусти, опусти. И ты свои руки. Все. Конец. Уровень яркости события пересек черту адекватности, обошел рычаг моногамности в сознании в моем отплытии. Теряем ренессанс, соитие. Последний рывок к адекватности сорвался. Беседуем о релевантности, о моногамности, о тарантелле, о чем угодно. А между тем странные люди с Плутона съели индийского салона. Ах, как бы очнуться, как бы вернуться и в экзистенции не шелохнуться. Ступени к ногам нервно жмутся. Придется играть с ними в жмурки. В любви я чехоткой больная, в любви лейкоциты теряя. Я бомж, я мокрица, я падаль. Консьерж меня не понимает, и Кант меня не признает.
фламинго пикирует медленно на кости, на запетренный. Когтями их нежно сжимает, и кости с фламинго взлетают туда, где куда-то, где весь ритм жизни легат. А я больше не перманентна, и я больше не толерантна. Просто судьба коварна. Твоя любовь, как жалкая гвоздичка, как в душе затхлая водичка, в которой меня купал ты, и цветов мне не покупал ты. Да вы же во всем виноваты. Из-за вас началось легато. Уровень яркости события спровоцировал мое отплытие, а раз ты его спровоцировал, светлый, бессмертный, упаси! Можно потише, То пожалуйста? и обратно Можно? меня заноси! Со вкусом ягоды немного, со вкусом ягоды слегка, в моих полетах вдохновенье, в моих мечтах люблю тебя. Надежд усталый горец, я был, я есть, я буду. Судьбы плетьми гонимый, отшельник, песнотворец. И я вернусь, хоть век буду гонимый, я праведник, отнюдь не мнимый. Я власть ценю, но сам себе владыка, предать суду себя могу лишь сам. И пока ты в хмелю не вяжешь лыка, я свой закон читаю по твоим губам. Ваш смысл мелочный и пресный, ваш идеал совсем неинтересный. Пытайся, раб мой жгучий пыл, тушить, гасить, чтоб он остыл. Смешно, и я взлечу, и истину рукой схвачу. И не устану объяснять ее хоть вечность, что есть, зачем и почему. И будет ваше счастье бесконечно. Я прошу уважения к нашей поэзии. Молодой человек, я попрошу уважения к бесконечности мысли. Ну давай послушаем твои стихи. Не для вас моя роза цветет. Не для вас я все речи толкую. Но для вас я сегодня спою. И для вас я сегодня станцую. Добрый вечер. Не вижу ни одного росина, тщетно взывающего к своему неизбывному Буало. Где Вергилий, который возьмет за руку нового Данта и проведет его за собой по всем кругам ада? Как страшно. А ты не бойся, несчастный.
несчастные жертвы призрачных иллюзий. Когда ваши химеры рассыпятся в прах, вам останется одна лишь горечь небытия и память, злая память об абсурдных деяниях ваших, и только боль и страх и смерть, и боль страха смерти. А кто ты такой, чтоб нам это говорить, а? Успокойтесь, Казимир, вы все знаете. Вы Аполлон? Вижу тьмы и тьмы химер уже сползлись, слетелись и бесстыдно и беспощадно совокупляются на склонах Парнаса и в рощах Геликона. Вижу их чудовищные зародыши, ощетинившиеся тошнотворными рифмами, уже обретают плоть бытия с тем, чтобы дать потомство еще более отвратительные и бездарные. Вчера я смотрел «Завтра», и я увидел... Да, это было страшно, дети мои. Это надо прекратить. И мы начнем свой путь сегодня. Теперь, сейчас. Oui, bien, vous connaissez. Vous comprenez. Oui, да. Я знавал поэтов, которые до такой степени ревновали то, чем сами искренне восхищались, что готовы были убить каждого, кто только посмеет восхищаться той же вещью или даже просто узнать о ней, ибо любовь разделенная казалась им отравленной. Поэт – человек конченый, он себе не принадлежит. И мой вам совет – не стоит иметь дело с поэтами. Не стоит. Не стоит. Забудьте все. Итак, друзья, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон... Не требует. Что? Не надо жертв. Не стоит. Не стоит. Не надо жертв? Ну, хорошо. Хорошо. Друзья, спасибо, что посетили наше мероприятие. Приходите к нам еще. Сказали ведь, что больше не надо приходить. Да? А вы все равно приходите. Я буду вас ждать. Приятной вам ночи. Quand le train partit
Prends-toi avec lui. Et je restais ici, seul, seul. Trop de triste et trop de drôle. Quand le jour terminait, sans toi je vais coucher. Quand je rêve que je t'embrasse en murmurant paroles, trop de triste et trop de drôle. Вперед к истокам чистой поэзии, вперед к истине, когда я вижу, во что превращают поэзию, что ищут в ней и что находят. Мой ум, разумеется, самый ясный и трезвый из всех возможных умов, удивляется до крайних пределов. Он говорит себе: я не вижу в этом ничего. Не обессудьте, братья и сестры, но вам придется научиться хорошо писать. Есть такая возможность, вам надо немного постараться. Вы здесь потому, что назвали себя поэтами. Пишите, пишите, чтобы вы ценили каждое слово, выходящее из-под вашего пера. В качестве холстов используйте ваши тела. Вот перо, на всех одно, не потеряйте. Как только у вас получится что-нибудь стоящее, вы сможете вернуться к собственной жизни, а пока вы останетесь здесь, между. Похоже, выхода действительно нет. Я не хочу быть поэтом! Я не хочу быть поэтом! Отпустите меня! Я не хочу быть поэтом. Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите меня! Я не хочу быть поэтом. Отпустите меня! Так тоже можно. Иди, танцуй. Так тоже можно. Вы здесь потому, что назвали себя поэтами. Пишите, пишите. Вы здесь потому, что назвали себя поэтами. Пишите, пишите. Пишите, 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 пишите. Для того, чтобы вы ценили каждое слово, исходящее из-под вашего пера. В качестве холстов используйте ваши тела. Пишите. Перо у вас на всех одно. Не потеряйте. Пишите. И не обижайте друг друга. Пишите. Пожалуйста. Как только у вас получится что-нибудь стоящее, вы сможете вернуться к своей жизни. А пока вы останетесь здесь, между. Круг нас. Лучше на нас, чем жить на земле.
сказали писать. Я пишу. Ау. Все. Товарищ Аполлон, я поняла, что тоже не настолько люблю поэзию, чтобы страдать ради нее. Я хочу быть актрисой. Не нужно. Я не хочу быть поэтом. Я просто хочу, чтобы меня любили. Ты что, тоже уйдешь? Поэзия – это единственное, что мне нравится в жизни. Поэтому я здесь до конца. И я. Истина, предел бытия, и располагаться здесь не дано никому, но можно мысленно прозреть идею совершать. Подобно тому, как рука безнаказанно рассекает пламя. Когда я вижу, во что превращают поэзию, что ищут в ней и что находят, мой ум, разумеется, самый ясный и трезвый из всех существующих умов, говорит себе, удивляясь до крайних пределов. А я не вижу в этом ничего. Qui et nous vivrons pour qui? Qui est la raison de la vie? Ne me laisse pas seul, seul, seul. Trop de triste et trop de drôle. Trop de triste et trop de drôle. Trop de triste et trop de drôle.
Мистер Волшебный помог мне понять, что я лишь сублимировала свой негативный опыт в неловкие строки. После поэтического вечера я занялась лепкой из глины, пластилина и земли. А совсем недавно я познакомилась с одним парнем, и теперь я счастлива в полной мере.